Сергей пишет, не сможете вы медитировать при угрозе ножом, не обманывайте себя. А кто будет таким заниматься? Ну, например, я не представляю себе крановщика, который во время манипуляции с рычагами еще и картины пишет. Почему должно это смешиваться между собой, я не очень понимаю. Какое-то странное предположение. Окей. Так, Александр пишет, в бою сработают навыки и опыт, в том числе и психологический аспект. И начинать надо именно с психологии. Если человек падает в ступор только от вида ножа или от вида крови, это прямой путь к пращурам. Да, с одной стороны, я согласен с вами, Александр, с одной стороны верно, с другой стороны, смотрите, подготовка психологическая, вот какая она должна быть тогда в этом случае? Мы же не можем, вот приходит новичок в клуб, например, и видит блеск ножа, блеск стали, например, да, или там, если это вороненный нож черный, там блеска, конечно, нет, вот как у меня здесь лежат, блеска, конечно, нет, но сталь есть сталь, да, и тычок такой даже, пусть сильно затупленный болванкой, даже он вызывает определенные неприятности, не говоря уже даже об остром предмете. И вот как вот психологически такой человек должен быть подготовлен? Ну вот как не бояться того, что явно тебе угрожает? Вообще страх – это хорошее же чувство. Я не в том смысле, что это приятное чувство, а в том смысле, что это адекватное восприятие ситуации, если вы не можете справиться с этой ситуацией. Это нормально бояться в этом случае. И наоборот, человек не боится. Знаете, вот говорят, бесстрашный человек – это тот, кто перешагивает через собственный страх. Ну нет. Он же перешагивает через страх, разве можно его назвать бесстрашным? Я с этим не согласен. Бесстрашный – это человек, лишенный страха. А почему он лишен страха? Либо потому, что он шизофреник, да, и у него там неполадки какие-то, он не ощущает страха, но такие люди погибают очень быстро, да. Они ничего не боятся, под машину может броситься, с 10-го этажа прыгнуть там, и так далее, бог с ним. Так что больных людей мы не берем сейчас в расчет. Еще когда человек не боится, когда он знает, как справляться с ситуацией и умеет. В этом смысле-то страха нет тогда. Вот такой человек, он бесстрашный. Но он бесстрашный не потому, что он психологически подготовился, а потому что просто это результат его знаний, умений и опыта, о котором вот сейчас Александр как раз написал. Да, опыт, умения, навыки, знания, ну действительно, они вас лишают страха. Смотрите, вот допустим, вы только что начали свой путь карьерный какой-то. Вы пошли, устроились там, я не знаю куда, там в какой-то офис, там, последним клерком вы устроились. Вы туда шли, вы трепетали, вы боялись, а вдруг вас не возьмут, вот собеседование сейчас будет. Мало того, вы еще там год будете ходить на эту офисную работу и тоже трепетать, потому что, а вдруг вы что-то не так делаете, а вдруг там еще что-то, вот это. Ну, это же тоже страх. Вам ничего не угрожает на самом деле, но страх все равно остается. Почему? Да потому что вы еще не умеете справляться с этими проблемами. Проходит там, не знаю, год или там полгода, или даже несколько месяцев, может быть, несколько дней. Вы уже адаптировались. Вам страшно, вы трепещете? Да нет. Вы хорошо знаете, как справляться со всеми этими ситуациями. И когда вы будете строить свою карьеру как следует и пойдете на следующее место работы, на большие деньги, на высшую позицию, например, да, вы уже не будете бояться трепетать. Вот что такое бесстрашный человек. Он бесстрашен не потому, что он там себе что-то внушает, а потому что он знает, как с этим работать. Ну, я так думаю. Мое субъективное. Звук пишет, давно хотел спросить, что для вас боевое искусство? Только не надо говорить о боевой технике и тому подобном. Слушайте, ну вы прям в самый корень смотрите. Мы как раз на прошлом стриме пытались, как это сказать, пытались кратенько, тезисно пояснить, что такое боевое искусство. Вот прям определение какое-то выявить. И вот на воскресном стриме я прочту то, что у нас в целом получилось. Хотя, честно говоря, у меня коряво вышло. Не, если хотите, сейчас попробую открыть, ребят. Сейчас, одну секундочку, тогда подождите. Значит, первое определение, которое было предложено Виктором, у нас очень хорошее было определение, краткое, лаконичное. Боевое искусство – это комплекс умений и навыков по нейтрализации внешней агрессии, выполняемый с максимальной степенью защиты и минимальными затратами энергии. Данный комплекс навыков постоянно доводится до совершенного исполнения. Идеально, по-моему, сказано, да? Но в итоге наших дебатов мы чуть-чуть там что-то переоформили, хотя, знаете, мы не очень далеко, мне кажется, вот отошли от этого определения Виктора. Давайте пока вот я прочту то, что у нас получилось в итоге. Боевые искусства – комплекс адаптивных навыков, представляющий собой
наиболее полный спектр возможностей нейтрализации внешней агрессии. Для боевых искусств характерны быстрая подготовка бойца, оптимизация действий бойца, минимум усилий для максимального результата, оптимизация тренировочного процесса, только то, что необходимо для целей боевых искусств. Возможность выполнения разных боевых задач, имеется в виду не спортивных, не в рамках каких-то и так далее. И основная задача боевых искусств – выживание и защищенность бойца. Ну вот как-то так у нас получилось пока. Я понимаю, что это определение, которое я сейчас прочел, оно более какое-то большое и угловатое, чем то, что предложил Виктор в начале самом. Ну, я надеюсь, что мы будем с вами еще работать над этим определением. Дальше The Proof пишет. Так и не нужно пытаться медитировать во время опасности ножа. Это состояние становится обычным при долгой практике. Видимо, вы, Сергей, имеете поверхностное представление о том, что такое медитация. Окей. Сергей пишет. Согласен с Александром. Так, окей, хорошо. И Сергей пишет. Я с вами полностью согласен, Proof, но смотреть стрим могут новички. У них возникнет превратное представление об этом. Ну да, конечно. Я согласен, и у новичков вот этот вот первый шок от блеска стали, там, например, какого-то, да. Вот почему я говорю, что, ребят, лучше не муляжами, конечно, работать, а реальным ножом каким-то, да, пусть он затуплен будет там. Все равно вы его так не затупите, мне кажется. Это надо приложить очень много усилий, чтобы нож какой-то нормальный затупить уже совсем, чтобы он, ну, просто в болванку превратился, да. Вот. Блеск стали, или там это вороненая сталь, допустим, не блеск там, а ну просто само наличие вот это вот стали, это лучше всего, чем резиновые ножи, там деревянные какие-то и так далее. Хотя на безрыбье и рак рыба, как говорится, и если у вас нет других вариантов, ну, может быть, можно и пользоваться такими. Но вот резиновые там и всякие вообще муляжи, пластиковые там ножи какие-то и так далее, они создают неправильное, ну, вообще превратное представление о том, как работать и ножом, и против ножа. Потому что человек, который работает этим ножом, у него есть ощущение, что он вас вообще насквозь всего порезал, там, а на самом деле в реальной ситуации это вообще не будет ничего значить. Это может быть там, знаете, по футболочке вам прошлись и чуть-чуть вот там где-то разошлись петельки на футболочке. Вот. И наоборот, человек, который работает против такого пластикового или резинового ножа, конечно, у него могут возникать ощущения, что он просто отлично работает, при том, что он уже ну, реально весь изрезан в реальности окажется, например. Да. Так, дальше идем. Василий пишет, нужно самообладание и хладнокровие. Ну, да, нужно. Но такие вещи, они, согласитесь, они не строятся на самом желании получить такое самообладание. Это, ребят, это голливудские актеры как раз. Они могут на экране нам продемонстрировать хладнокровие и самообладание. Потому что им ничего не угрожает на этой съемочной площадке. Самое сложное все равно за них выполнит там дублер какой-то, каскадер и так далее. А для нас с вами, вот на чем базируется наше бесстрашие, наше хладнокровие, там еще что-то, да, на умениях на наших. Если мы умеем, мы спокойны. Если мы не умеем, мы беспокоимся. Это нормально для человека. Так, дальше идем. Сергей, Артем пишет. Нож на нож – это не самозащита. Это два человека, стремящиеся друг друга порезать. И любой, кто останется после этого в живых, попадает под уголовную ответственность. Ну да, совершенно верно. Совершенно верно. Даже если оба выживут, или оба погибнут, или один погибнет, а один выживет, о чем это говорит вообще? О чем это свидетельствует? Да ни о чем. Одному повезло больше, а другому меньше повезло. Именно так. Ребят, обратитесь к средневековой Европе. Даже не к рыцарским каким-то поединкам, а обратитесь, например, вот уже к мушкетерским там вот этим событиям всяким. Вот Дюма даже посмотрите. Сколько у них у всех там упоминаний об удаче, о стечении обстоятельств. Ну, кто-то из них лучше там на шпагах сражается, кто-то хуже. Но в целом все примерно на одном уровне. И вспомните, вот, например, Дюма даже читая, вы же видите, что дает победу в результате. Какие-то фишки. Дополнительный нож где-то спрятанный. Ну, понимаете, да, то есть бонусы какие-то. Уже над бонусами начинает работать. Над какими-то, над тем, чтобы обмануть как-то противника. Или там вот вспомните, например, один из персонажей там Дюма,
такой шут Шико, например, у него просто очень длинная шпага. Она длиннее, она дает ему преимущество в длине. Он постоянно пользуется этим преимуществом, потому что он, если сражается, то на открытых пространствах, не в узких каких-то рамках, да. Тоже вот это его фишка какая-то и так далее. Ну, понимаете, да, то есть здесь уже настолько все на удачу, что даже люди пытаются выйти за пределы вот этих рамок, за пределы этой удачи чуть-чуть, понимаете, да? Вот, поэтому да, когда там идет речь о ноже, там, о работе против вооруженного противника, ну, это по большей части все равно удача, чем опыт, на самом деле. Вот еще раз адресую вас к истории, которую я вот рассказал на этом стриме. Как домохозяйка, обычная женщина, убивает собственного мужа в кухонной распри какой-то. Ну, слушайте, она что, ножевик? Она что, боец какой-то? Да нет, просто отчаянный человек, который уже дошел до полного отчаяния. В этом смысле, дает ли нож преимущество такому человеку? Поверьте, нет. Я знаю, это моя знакомая, еще раз, бывшая когда-то. Я вам расскажу еще один случай волшебный. Хотите, расскажу об ее отчаянности? Значит, это были 90-е годы. Она пошла в ларек в ночной, ночью было. Она пошла в ночной ларек, чтобы купить там, выпить что-то, догнаться там и так далее, да. А там ничего не было из выпить, только шампанское продавали. Она купила бутылку шампанского. Из бутылки шампанского она ушла, переходила дорогу, и там к ней пристал какой-то молодой человек. Ну, типа, девушка, давайте танцевать. Ну, не знаю там. Вот. И она, ни слова не говоря, просто хлобыснула этой бутылкой шампанского ему по голове и разбила ее, на секундочку. Вот понимаете, да, бутылку шампанского, она выдерживает большую нагрузку, да, вот она разбила голову человека, например. Вот то же самое. Боец она после этого? Или просто отчаянный человек? Скорее, отчаянный человек. Вот такая ситуация. Так что вот эти вот навыки, вот эти вот дополнительные какие-то. Вот я умею вот это, я умею вот это. Я умею, схватив руку там с ножом, там что-то сделать с этим человеком. А если не схватил, то я уже не умею. Или я умею сражаться с вооруженным, только когда я сам вооружен. А если я не вооружен, то все, режьте меня. Ну, ребята, это не боевой подход вообще. Это размышления людей, которые просто далеки от практики. И я уверен, что такие люди вообще даже ничем не занимаются. Мне кажется, они просто беседуют только об этих вещах. Да, это теоретики такие. Кто занимается такой практикой, тот так размышлять не будет. Ну, мне кажется.